Соседка хотела ей смерти, но в ту ночь произошло нечто страшнее. Жила одна женщина в коммуналке, одинокая. Звали ее Лидия. Лет ей было уже много, и жизнь у нее была тяжелая. Старые стены ее комнаты словно впитали в себя все, что она пережила, и радость, и боль, и утраты. Иногда ей казалось, что они помнят больше, чем она сама. Мужа и дочь схоронила, осталась в той квартире одна. Порой, сидя у окна, она подолгу смотрела во двор, где когда-то гуляла ее маленькая девочка. И сердце сжималось так, будто это было вчера. И лишь старые соседки, подружки, с которыми они порой собирались за чашкой чая, скрашивали ее одиночество. Эти редкие вечера были для нее как глоток воздуха. Разговоры, смех, воспоминания, хоть ненадолго, но Лидия снова чувствовала себя живой. И вот случилось то, что случилось. Люди ведь и вправду же разные бывают, и не каждый способен понять чужую боль, а некоторые наоборот, будто питаются ею. Решила однажды ее соседка Надя, сварливая женщина, неприятная, родственников своих рядом подселить. Глаза у нее всегда были холодные, колючие, будто в них не осталось ни капли человеческого тепла. Начала уговаривать бабу Лиду, как она поначалу ее ласково величала, мол, так и так, продай свою комнату, чтобы подселить своих родственников. Говорила сладко, но в голосе чувствовалась фальшь, липкая, неприятная. А пенсионерка ни в какую. Стала объяснять ей, что одна она осталась, что кроме подруг ей и поговорить-то не с кем. Голос ее дрожал, но в нем была твердость, последняя опора в жизни. Всех своих схоронила и сама, мол, здесь, последние деньки дожить хочу. Эта маленькая квартира была для нее не просто жильем, это было все, что у нее осталось от прошлого. Надя лишь фыркнула в ее сторону и ушла восвояси. Но в этом фырканье было что-то большее – раздражение, злость и, возможно, зарождающаяся ненависть. Правда, на этом ее попытки избавиться от соседки не прекратились. С каждым днем давление становилось все сильнее, словно невидимая петля медленно затягивалась. Соседка и уговаривать пыталась, и деньги предлагала, и обмен выгодный, но бабушка наотрез отказывалась. И чем спокойнее и упрямее была Лидия, тем яростнее становился взгляд Нади. Прошло еще какое-то время, и соседка опять пожаловала к бабке Лидии. В тот день в воздухе будто висело что-то тяжелое, тревожное, однако в этот раз она не уговаривала, не просила, а просто припугнула, сказав лишь то, что не намерена ждать, пока та душу Богу отдаст. А если по-хорошему дело решить не хочет, то она найдет другой способ. Слова ее прозвучали тихо, но от этого стали только страшнее. Так жутко и страшно стало бабушке, что она решила больше на глаза соседки не попадаться. Лидия начала жить словно тенью, тихо, осторожно, почти бесшумно. Жизнь вроде шла своим чередом, пока однажды ночью, когда пожилая женщина не могла уснуть, не раздался странный говор. Тишина ночи была густой, вязкой, и этот звук прорезал ее, как нож. Голос был такой странный, еле слышный, даже жуткий. Он будто не принадлежал живому человеку. И тут дальше мы попросили рассказать Лидию Ивановну от своего лица, как она все это сама видела и переживала. Вот ее слова. Я стала подходить ближе к той двери, откуда доносились звуки. Это была дверь Надежды, а из-за двери звучала странная песня. С каждым шагом у меня холодели руки, а сердце начинало биться все быстрее, будто пыталось предупредить меня: «Не ходи». Я даже сразу и не сообразила, откуда она мне так знакома, а потом меня как обухом по голове. «Мать моя, так это же отпевальная песня!» У меня внутри все мигом оборвалось, как будто я уже стояла на границе между этим и тем миром.
Открываю дверь, а за ней Надежда ходит со свечкой по комнате, на столе еще свечи стоят, и аж сердце ёкнуло. Фотография-то моя. В ту секунду я перестала чувствовать ноги. Это было не просто злоба, это было что-то страшнее. Я с перепугу стала стучать в дверь своей подруги-соседки Дарьи. Руки дрожали так, что я едва попадала по двери. Забежала к ней, стала рассказывать про мистику эту, и она так глянула на меня странно, но не поверила, в общем. И от этого стало еще страшнее. Когда тебе не верят, ты остаешься один на один со своим ужасом. Тогда я взяла Дарью за руку и повела за собой в квартиру Надежды. Не нужно было доказать, что я не сошла с ума. Подошли мы, а вокруг тишина. Даже свет нигде не горит. Такая тишина, что звенела в ушах. Ну, подруга моя мне, естественно, не поверила. Посоветовала выпить чего-нибудь успокоительного. В голосе Дарьи было больше жалости, чем понимания. Я так и сделала, но внутри все равно оставался холодный страх, который невозможно было заглушить никакими каплями. А на утро я вроде как сама стала себя уговаривать, что почудилось мне все это, что стресс это так сказался. Человек ведь всегда пытается найти разумное объяснение даже самому страшному. Вроде более-менее успокоилась. Целый день никуда не выходила, а уже ближе к вечеру решила прогуляться. Хотелось хоть немного отвлечься, вдохнуть свежего воздуха, сбежать от своих мыслей. Когда вернулась домой, бац! Обнаружила у себя под дверью землю, которая, как я поняла, была кладбищенской. И в этот момент страх уже не просто подкрался, он поселился во мне. И вот опять я не находила себе места, ходила, мучила себя вопросами, мысли путались, накатывали волнами, не давая покоя. Я и не понимала, как так можно живого человека изводить. Неужели в человеке может быть столько зла, тьмы и нечисти? Наконец-то нашла свои капли, выпила их и попыталась заснуть. И тут мне снится сон. Иду я куда-то и не пойму, где нахожусь. Все вокруг было будто в тумане, расплывчатое, чужое. Вдруг вижу маму, дочь и мужа, все покойные. Сердце у меня сжалось от боли и радости одновременно. И будто зовут они меня, говорят, что недолго осталось. Голоса их были тихими, но такими родными. Но я как бы отдаляюсь от них, говорю, что пожить еще хочу, и ухожу. И в этом решении было все: страх, надежда, отчаяние. Вдруг я внезапно пробуждаюсь ото сна, открываю глаза и не могу сообразить, проснулась ли я. Мир вокруг казался нереальным, как будто я и все еще сплю. Поднимаюсь с постели и вижу перед собой саму себя. О Господи! В этот момент время будто остановилось. Руки мои задрожали, тело обмякло, а отражение что-то спрашивает у меня. Губы его двигались, но я словно не слышала слов, только чувствовала угрозу. Но я-то с детства еще помню, мне бабка моя рассказывала, что если двойника своего увидишь, ни в коем случае не разговаривай с ним, а то приставишься. Вот я стою, молчу. Каждая секунда тогда мне показалась вечностью, а отражение будто понимает, что я еще пожить хочу. Так понимающе кивнула головой и испарилась. И в этом кивке было что-то странно спокойное, словно приговор отложили. И в ту же секунду я услышала дикий крик, истошный. Он разорвал тишину так, что я вздрогнула всем телом. Я выскочила за дверь. На полу возле своей комнаты лежала Надя. Она не дышала. Лицо ее было искажено страхом, будто она увидела что-то бесовское перед самой смертью. Приезжавший врач со скорой помощи сказал, что она умерла от разрыва сердца. Но я знала, это было не просто сердце. Прошло время, и я снова вижу сон, и в нем мои любимые отдаляются от меня, машут мне, как бы показывая, мол, живи еще. В этот раз в их взгляде не было тревоги, только спокойствие. А мама моя, уходя, как-то шепнула мне дату, когда они придут за мной, и я проснулась с этим знанием, ясным как день. Вот и живу теперь,
доживаю свои деньки. Каждый день для меня стал особенным, последним, но не страшным. И одно я точно в этой жизни поняла: не желай зла, не делай зла, и зло обойдет тебя стороной.